Регенсбург – это город, в котором я живу. Это не просто точка на карте, это сердце Баварии с 2000-летней историей. Каждый раз, гуляя по этим улицам, я чувствую, как сквозь века до меня доносится эхо событий, изменивших мир. Все началось в античности. Инициатором создания нашего города в 179 году стал великий римский император и философ Марк Аврелий. Когда-то здесь стоял римский военный лагерь Кастро Регина. Вдумайтесь, около 6000 легионеров охраняли здесь границу империи. Дунай был для них лемесом грозной преградой, отделявшей цивилизацию от земель германских племен. На этом берегу стояли римляне, а на другом берегу Дуная уже жили германцы. Эта граница была зоной постоянного напряжения, где сталкивались два мира. Но когда античный мир начал рушиться, Регенсбург не исчез. Древние стены римского лагеря превратились в мощные пласты камня и строительного мусора. Средневековые жители начали возводить свои дома прямо поверх этих руин. Город буквально возродился из обломков. Новые улицы прокладывались там, где когда-то проходили дороги римских легионов, а фундаменты античных зданий стали основой для новых построек. Этот процесс строительства на руинах Идиллик сделал наш город уникальным свидетелем перехода от античности к средневековью. Наш каменный мост, построенный в XII веке, стал чудом инженерной мысли. Во время 30-летней войны в 1633 году город был взят шведскими войсками под командованием Бернхарда Саксен-Веймарского. Тогда в городе находился гарнизон из 6000 шведских солдат. В 1809 году Регенсбург стал ареной Великой битвы. 60 000 солдат Наполеона против 40-45 тысяч солдат австрийского эрцгерцога Карла. Сам Наполеон был ранен в ногу у наших ворот. В XIX веке баварский король Людвиг I внес огромный вклад в наш облик. Именно благодаря его финансированию были достроены башни собора Святого Петра и построена Вальхалла храм славы над Дунаем. В 20 век город вошел как стратегический узел. Период национал-социализма стал черной страницей. Адольф Гитлер посещал Регенсбург как пропагандистский центр. Заводы Мессершмитт стали основой военной машины режима, производя легендарные истребители Bf-109 Эоле, а позже реактивные Ми-262. Рядом с мостом находилось здание Колизеум, которое в годы войны было превращено нацистами в концлагерь филиал Флоссенбюрга, где страдали и погибали узники. Летом 1942 года через наш город к Черному морю перебрасывали 6 немецких подводных лодок У-18, У-19, У-20, У-21, У-23 и У-24. Это был единственный возможный путь, так как Турция перекрыла Черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, полностью заблокировав проход боевых кораблей. Поэтому лодки пришлось вести в разобранном виде по Дунаю. А через наш регион в те дни проходили части русской освободительной армии генерала Власова. Апрель 1945 года стал временем решающих событий. Когда американские войска были на подступах, священник доктор Иоганн Майер открыто призывал к капитуляции, чтобы спасти город. За эти убеждения он был казнен нацистами 24 апреля 1945 года. В это же время майор Отмар Мацке, пытавшийся передать город без боя, был арестован и позже попал в плен к союзникам. Несмотря на их усилия, части СС успели взорвать пролеты каменного моста. После войны Регенсбург стал местом, где нашли убежище Оскар и Эмилия Шиндлер. Оскар Шиндлер, который во время Холокоста спас около 1200 евреев на своей фабрике эмалированной посуды, после войны прибыл в Регенсбург. Вместе с Эмилией они жили здесь, пытаясь обрести покой после того, как они с огромным риском для жизни противостояли преступлениям режима. Сегодня Регенсбург – это сочетание древности и молодости. Тысячи студентов университета наполняют старые переулки энергией. Мы гордимся тем, что наш город – жемчужина ЮНЕСКО. Ежегодно к нам приезжают миллионы туристов, чтобы прогуляться по средневековым улочкам и насладиться красотой Дуная. Город очень живой и открытый. Это место, где каждый камень рассказывает историю борьбы и великих открытий. Это мой дом. Это наш Регенсбург – город, который живет вечно.